Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Друзья, сегодня мы вернемся в прошлое, во второй день нашего пребывания в Лонавале. Что касается меня сейчас, слава богу, я себя отлично чувствую, в хорошей форме. Единственное, что напоминает о больнице, так это синяки от капельниц, от катетеров. На одной руке, на другой руке. И здесь тоже вот эту вот руку даже мне тяжело еще до сих пор разогнуть. И еще побаливает пятая точка. Ну а так, в принципе, все окей. Так, о себе, в принципе, все рассказала, самое главное. Хотя не все, друзья, у нас на самом деле много новостей. Артур пошел в школу. Парам наконец-то нашел новую крышу над головой. Но об этом, обо всем вы узнаете уже в следующей серии. А сегодня Лонавала. Горный курорт. Туристическое место, которое находится 624 метра над уровнем моря. Помните, в первой серии мы поселились в шикарном отеле. Кстати, многие в комментариях решили, что мы там поселились по бартеру, то есть совершенно бесплатно. Нам дали номер, и мы им сделали рекламу. Но на самом деле нет, к сожалению, нет. В этом ничего плохого, но никто нам такого не предложил. Мы заплатили 4000 за проживание. Это большая скидка, 50% по знакомству. Ну, конечно же, мы очень рады этой скидке, рады, что пожили в таком шикарном отеле и рады, что побывали в горном курорте. Мне было очень интересно сравнить. Матаран мы уже вам показывали со всех сторон, вы его знаете и снутри, и снаружи, но интересно, естественно, посмотреть и другие места. В Лонавале, кроме шикарных отелей, есть еще очень много мест для туристов, пещеры и смотровые площадки с замечательными видами на горы и озера. В общем, чтобы все увидеть и успеть посмотреть, нужно как минимум на неделю приезжать. Но мы и за 2 дня успели много чего увидеть, естественно, снять для вас видео. Желаю вам приятного просмотра. Какое прекрасное утро. Я хочу, чтобы каждое утро было таким. Артур приготовил кофе, чай. Сидим на балконе, слушаем пение птиц. Очень хорошо спалось. Прекрасно. Что? Часы мне мешали. Артуру мешали, тиканье часов мешало. А ты, Парам, how you sleep? Good. Парам хорошо. Everywhere, you know. Парам говорит, что он где угодно, лишь бы куда приткнуться. А он может и сидя спать, кстати. Стоя, не знаю. Что? Я, кстати, сегодня всю ночь не спал. Артур not sleep all night. Сегодня с ним спала. Потом мне надоело с ним спать. Перелезла к Параму. И Артур, а где мама? Где мама? Ой, Артушенька. Вот давайте я вам покажу, как хорошо. И сейчас тоже не жарко, не холодно. Солнца не видно, но, ребята, у меня нос обгорел, у меня плечи обгорели. Красный, как морковка, нос. Я не думала вообще, даже у меня мысли не было, чтобы там защитный крем на себя наносить от солнца. А надо было. Решили мы с утра поплавать. Погодка чудесная, даже солнышко светит, так что я думаю, что и водичка будет более или менее теплая. Я сейчас иду, смотрю, вот везде плиточка. У нас в номере тоже вот такое вот, знаете, красивое оформление. Кое-где вот эту вот цветную плитку положили. И очень-очень красиво смотрится. Мне что-то она так нравится. Я по себе тоже такое в квартире сделала. Очень миленько. У нас еще завтрак включен в проживание, а сейчас с утра как-то вот попили кофе, чаек, и вообще совершенно не хочется есть. Парам говорит, пойдем поплаваем, и аппетит появится. А то, говорит, обидно, если мы сейчас пойдем завтракать и почти ничего не съедим. А я говорю, Парам, ты, наверное, хочешь всю сумму, которую мы заплатили, на всю эту сумму наесться. Он смеется. А я вот смотрю, видите, вот эти вот деревья, которые свисают, кусты, это, наверное, они
Сейчас просто сезон дождей, ничего не цветет особо, а, наверное, в другой сезон они цветут. Вот это вот вообще засохшее, наверное, уже не будет цвести, но это похоже на бугенвилию. Может, отживется. Фонари еще не раскрыли из-за ливней, видимо, они портятся. Ну, у нас тоже рядом с отелем фонари тоже так запакованы на сезон дождей. Так, ну что, первый пошел мой атлет. Атлет в трусах, видите, купальника нет. А говорит, не показывай меня. И никого нет, вы видите, никого нет. Но мы спросили, где-то 5 номеров занято, но никто, видите, кроме нас не пришел с утра поплавать. Ребята, что вы думаете случилось с моим мужем? Он сошел с ума? Скорее всего, все подумали, что Парам сошел с ума. Но на самом деле Парам делает упражнение, зарядку для живота. О, this is especially for stomach, да? Чтобы не было живота, вернее. No, I don't know. Exercise, I don't know. Парам говорит, что индийцы так делают, особенно индийцы из штата Гуджарат. Такие упражнения делают в бассейне. Плавать они особо не умеют, зато хохочут, вот так вот громко хохочут, и тем самым стимулирует мышцы живота. Господи, пресса. И посмотри какой. Ходил еще и в бассейн. Когда он работал официантом, в свободное время ходил в джим, тренажерный зал, в бассейн. А Артур уже накупался. Ну все, идемте тогда под теплый душ, под горячий душ. И пойдем завтракать. Артур говорит, покажи свой живот. Нет, no stomach. Да, Артур говорит, like pumpkin, как тыковка. Да. А видите, вот здесь тоже моя любимая плиточка. Сейчас я приближу. Я сейчас на телефон снимаю. Поэтому немножечко трясется, качество не очень. Но зато я могу за камерой комментировать и не показывать свое лицо. Тем более оно какое-то с утра у меня не очень. Поэтому, собственно, я и решила снимать на телефон. А сейчас, мои дорогие зрители, минуточку внимания, поделюсь с вами полезной информацией. Уже полгода я занимаюсь спортом на платформе FitStar. И довольна результатом. Многие из вас в комментариях пишут о том, что действительно я изменилась, перевоплотилась, уменьшились объемы, в принципе стала лучше выглядеть и довольно-таки быстро, кстати, восстановилась после болезни. Это тоже о многом говорит. Ребята, на FitStar очень удобно, не нужно никуда ходить, вам всего-навсего надо от 7 до 30 минут свободного времени в день и никакого дополнительного оборудования. На FitStar более 1300 разнообразных тренировок по 85 программам. Там и йога, похудение, растяжки, шпагаты, пилаты, зумба, медитации и много чего другого. И все программы подходят абсолютно всем, даже новичкам. И результат вы увидите уже совсем скоро, буквально через пару недель. Также, друзья, на платформе есть раздел питания с рецептами, с расчетом калорий и с целым курсом об основах рационального питания. Как вы знаете, правильное питание имеет не менее важное значение, чем тренировки. А еще у них есть курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой. И сейчас этот курс тоже входит в подписку. Я себе, кстати, оформила безлимитную подписку, что и вам рекомендую. Сейчас я занимаюсь по программе «Горячая йога», а также после занятий провожу медитации. Да, у них есть и такое. На платформе есть тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Я своего ребенка приобщаю к физкультуре. Друзья, всего неделю по промокоду «Замуж в Индию» 70% абсолютно на все тарифы. Безлимит всего 4950. Это выгоднее даже, чем абонемент в спортзал. Также можно рассчитаться долями, причем беспроцентно. Я себе оформила безлимитную подписку, что и вам рекомендую. Мои дорогие зрители, давайте будем заниматься спортом вместе. Вдох, вытягиваемся наверх.
Выдох. Опускаемся вниманием вниз. 4, супер, другая нога. Переносим вес тела на правую ногу. Да, представьте, мы вчера заехали в этот отель в 3 часа, а люди вот сейчас в 10 утра, еще 10 даже нет, и люди приезжают, заселяются. А мы, получается, столько времени потеряли. Ну, я, как вам рассказывала ранее, планировали совсем другой досуг. Это спонтанно у нас получилось. Пришли вот на завтрак, подошел к нам официант, рассказал меню. Вот смотрите, столики тоже как красиво. Какая красивая скатерть, цветочки, водичка. Очень хорошо. Знаете, вот я по привычке хотела добавить ложку дегтя в бочку с медом. Но я же люблю, да, вот что-то такое, вот находить какие-то минусы, но не могу найти, не к чему придраться. Все вообще идеально. Отель просто супер. Вот показываю вам здесь тоже, какая плитка красивая. Красивые диванчики на ресепшене. Сейчас мы пофотографируемся. Да, и вот, друзья, попал в кадр Иисус распятие. Чтобы вы понимали, этот отель держит католик. Хозяин этого отеля католик. Ну, персонал, ну я не знаю, как все, но большинство это индийцы, которые исповедуют индуизм. Сейчас здесь занимаются уборкой. Видите, как тщательно плитку очищают. Наш заказ: тосты с маслом и джемом, омлет для Артура. И сейчас нам еще с Парамом принесут досу. Ты уже можешь начинать кушать, Артур, свой омлет. Вот досу принесли с соусами. Онион доса луковая. Вот. И еще, смотрите, арбуз. Артур попросил арбуз. Артур просто увидел за соседним столиком сидят, едят арбуз. Мне другую досу принесли, там внутри картошка. Артур, ты очень хорошо смотришься на этом диванчике. Мы немножечко пофотографировали, все, уже выезжаем, друзья. Очень не хочется. Я бы здесь пожила с недельку, а то и дольше. Парам сейчас узнает, какие здесь цены в сезон. Очень интересно, какая максимальная цена. Ну вот, друзья, настало время развлечений. Нас направили именно сюда, это центр Ланавалы. И вот Артур выбрал для себя вот такое вот развлечение, оригинальное, весьма оригинальное, я бы даже сказала, экзотическое. Сейчас мы видим вот эту вот женщину, которая наслаждается массажем, рыбным массажем. И следующим пойдет Артур. Артур, тебе не страшно? Они тебя не укусят, как ты думаешь? Ну, наверное, все-таки укусят. Так что, может быть, я или ты? Смотрите, уже снимает сандали. Так, вот, ребята, по ценам, смотрите, в зависимости от времени. Минута 50 рупий, 5 минут 100 рупий, 10 минут 150. И вон там еще написано, что дает этот массаж. Бенефис. Почитайте, кому интересно. Артур сейчас папе говорит, хочу 10 минут максимально. Но, по-моему, он и минуту не выдержит. Уже завизжал. Давай. Говорит, 10 minutes хочу, 10 minutes. Артур. Все? Опускай ноги, Артур. Давай час посиди, побалдей. Артур, командно. Знаете, такое сомнительное удовольствие. Но не кричи так, Артур, как девка. Давай, мужик, ты ж мужик. Рыб любишь. Заведем таких в Матеране, будем зарабатывать. Ну-ка, Речи. Меня не хочет. Все. А вот, друзья, следующее развлечение. Местный хиромант. Человек, который читает по руке, рассказывает будущее. Индийцы очень верят в предсказания, ходят как к астрологам. И вот, оказывается, еще и популярна вот такая вот хиромантия.
стоит его услуга 500 рупий. Довольно-таки недешево. Парам что-то у него расспрашивает. Парам, кстати, тоже говорит, он увлекался этим. Ну, в смысле, как бы, как любитель. Смотрел передачи на эту тему. И некоторые линии он знает на руке. Он даже мне смотрел. Я помню, когда мы только познакомились. Ну так, знаете, как бы непрофессионально, поэтому ему очень интересно, то есть ему интересно сравнить. Ну, я не знаю, мне кажется, Парам сейчас торгуется, как обычно. Если удастся подешевле, то, наверное, он согласится. Артуру что-то эта идея не очень нравится, он уже что-то увидел поинтереснее для себя. В общем, друзья, Парам отказался. Парам говорит, я никому не буду показывать свою руку. То есть он считает, что то, что он там для себя повычислял, это все верно. И не хочу я ни с кем сравнивать. А вот я прошла сеанс хиромантии. И я сейчас под впечатлением. Я чуть позже вам расскажу. Ну, как бы не все расскажу, но какие-то моменты. Мне просто сейчас самой хочется переварить всю эту информацию, еще раз, как говорится, повторить, чтобы я запомнила то, что он сказал. Парам тоже пытался запоминать, кое-что записывал. Снимать нельзя было, он сказал категорически против того, чтобы снимать. Я думала, сниму, потом буду переслушивать, прослушивать, чтобы... Что? Парам говорит, что здесь у кого день рождения бесплатно. Вот Артур хочет еще на батуте. Пускай чуть-чуть порезвится, а мы тем временем с Парамом обсудим. Вообще, Парам под таким впечатлением, говорит, он все, практически все, говорит, про тебя рассказал, как оно есть на самом деле. И будущее, счастливые дни, сказал, какие цвета мне носить на удачу, когда у меня наступит лак, жизнь счастливая, когда начнется. Все он мне это сказал. Жаль, конечно, что у Артура не день рождения, пришлось заплатить. Парам. Сколько это стоит? 100 рупий. Вот, у него там компания небольшая. Мне кажется, что в таких местах интересно, когда много детей. Ну, пока Артур играет в лабиринте, я наблюдаю за хиромантом. Вы видите, какой он пользуется популярностью. Женщине после меня он погадал. И вот сейчас парни подошли. Сейчас они узнают цену. Вот, видите, уже садится. То есть и цена такая не маленькая, а столько желающих. Мне, когда было лет 20, я помню, ходила к хироманту. У нас в парке Шевченко сидел в Харькове. Мужчина. Но я уже забыла, что он мне там рассказал. Помню единственное, что он дороги видел. Он говорит, много-много дорог. Ну и в принципе, действительно, я много путешествую. А так все остальное уже позабывала. Да, интересно, кто-нибудь из вас верит хиромантам? Ну, на самом деле, я читала, что это же наука, что есть какие-то логические объяснения, почему вот эти вот все линии, эти холмы и знаки образуются, появляются именно у этого человека, они появляются у другого. То есть именно как-то это все можно научно, так скажем, объяснить. Но многие считают, что это просто шарлатаны. Я, в принципе, пока не решаю занимать ни ту, ни другую сторону. Мне кажется, что, в принципе, вполне возможно, что есть какие-то уникальные люди, которые умеют читать по рукам и понимают все эти знаки. Но есть, наверное, и такие таланты, которые умеют хорошо вешать лапшу на уши. И вот я, собственно, поэтому и решила подсесть к этому дядечке, чтобы понять для себя, насколько он талантлив, вернее, в чем он талантлив. Первые минуты после хироманта я действительно была ошарашена, под впечатлением была. Мне показалось, что очень много совпадений. Но потом уже как-то позже стала переваривать всю эту информацию и, немножечко... совсем немножечко засомневалась. Значит, во-первых, он очень... He asked many questions. То есть он сперва очень много вопросов задавал. То есть, сколько мне лет, где я родилась, когда мы поженились. А может быть, он специально разузнавал, чтобы как бы составить для себя мой психологический портрет. Вот. Потом я решила, значит, его проверить. Говорю, расскажите, пожалуйста, мне про мое прошлое. То есть будущее, в принципе, я сиюминутно проверить не могу, а прошлое
я свое, слава богу, помню. И он мне на это ответил, how I asked, what about my past? He said, before all very, very bad. Раньше все было очень, before all life, not on that. Вся моя жизнь, это все было просто г. А зато теперь у меня начинается белая полоса, и все будет просто лучшим образом складываться. Хорошо. Ну, в это хочется верить. Потом я еще решила хитрым способом у него узнать, говорю, а когда я в ближайшем будущем поеду к себе на родину. На что он тоже так, знаете, ответил, что, мол, ты будешь туда приезжать и уезжать сюда постоянно. То есть, как у тебя типа было раньше, так и будет в будущем. Постоянно ты будешь мигрировать туда-сюда. Парама очень поразила, когда он сказал, что я ненавижу ложь, что я ненавижу, когда мне лгут. Для меня эти люди, если мне один раз наврали, то это значит, все нагадили мне в душу, и все, этот человек уже для меня больше не существует. То есть я настолько к этому так трепетно отношусь. Но это действительно так, и Парам тоже это подтвердил. Но потом, знаете, я подумала, вот скажите, из вас кто-нибудь есть такой, кто бы сказал бы, а я люблю, когда мне врут? Или а мне все равно, пусть мне врут, мне вообще абсолютно наплевать. Но мне кажется, что таких людей нет просто, в принципе. У кого-то больше, меньше, но в принципе это подходит абсолютно ко всем. What else? Я уже подзабыла. Что еще? This, before you try Bollywood. Точно. Да, он сказал, что во мне умерла актриса, да, друзья. Говорит, что у меня были все шансы стать актрисой, но, к сожалению, уже все, поезд уехал. And what he said about my... Like you heroine, not only да, side actor, что, мол, даже у меня был heroine. шанс стать героиней, да. То есть не просто в каких-то там массовках сниматься, а именно быть в главных ролях. Но, к сожалению, уже все. Что what more? Ну, то есть он мне еще там сказал, какие у меня счастливые даты. Ну, в принципе, я где-то дописала, я даже сейчас не помню. И цвета тоже. Вот. Next when we go shopping, we must buy red dress, yellow, and white. Три счастливых цвета. Скорее бы. We must fast go. Скорее надо идти покупать эти наряды. У меня, кстати, красного особо нет. Желтое, кстати, у меня есть платье белого. Но белое я обожаю. Белый цвет, особенно обувь обожаю белую, но здесь в Индии редко ношу. And что еще? And 2023 your life is good coming. Ну, в общем, 2023 года что-то вообще. Next ну, в общем, year. вот, посмотрим. Еще говорит, что мне, в принципе, то, чем я занимаюсь сейчас, но я занимаюсь в основном блогерством, это действительно мое дело, то, чем ты занимаешься. Еще плюс, говорит, отельным бизнесом тоже будет неплохо, если ты займешься. Вот, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого был тоже подобный опыт. Интересно послушать ваши рассказы, чтобы понять, насколько это действительно совпадает хоть иногда, или все это шарлатаны. Так, ребята, Артур довольный, вышел оттуда весь потный, вспотевший, уставший. Подошли к музею восковых фигур, но мне, честно говоря, что-то и перехотелось туда идти. Мы уже один раз были в музее, но, в принципе, ничего такого интересного. Здесь звезды Болливуда, я их тем более не всех знаю. Мне кажется, что мне не особо понравится. Это какие-то, знаете, фанаты, для них интересно сфотографироваться хотя бы с восковым кумиром. Парам опять по телефону. Я ж не все время снимаю. Мне очень-очень часто Парам разговаривает по телефону. Ему постоянно названивают. Он больше по телефону говорит, чем со мной. Снимаю, друзья, для вас. Возможно, кто-то из вас действительно захочет приехать сюда, на этот курорт, на Лонавалу. Вот посмотрите, какие представлены экспонаты на выставке восковых фигур. Парам не расстроился из-за того, что я решила не идти в музей восковых фигур. Сейчас Артур попросил себе милкшейк, коктейль молочный. И поедем. Очень жарко сейчас. Около часа дня, и как раз вот сейчас самый такой солнцепек. Несмотря на облачность, все равно жарит, парит. Ну как?
Высший класс, да, я тоже попробовала, классный. Парам еще успевает всем рассказать про отель в Матеране, но непонятно зачем, уже осталось недолго, зачем нам эта реклама нужна. Он уже как по привычке, но на самом деле это работает. Вот мы где-то бываем, где-то в поезде едем, где-то отдыхаем, и Парам везде рассказывает, визитки дает, и действительно... His sister, его сестра живет в Матеране. You know she? Вот видите, оказалось, что есть общие знакомые. Ну что, приехали к озеру, ничего хорошего здесь нет. Подойти к озеру нельзя. Еще так смотрю, там не особо чисто. Вообще я заметила, что у нас Матеран намного чище. То есть вы пишете, боже, какая у вас грязь, но у нас в основном природная грязь, то есть какие-то дороги там размытые где-то. А в принципе, вот так вот, чтобы как здесь валялся на обочинах мусор, такого у нас нет. Так что я горжусь Матераном. И вот озеро тоже у нас поинтереснее. Там можно и посидеть. Помните, какие мы пикники устраивали? А тут что-то вообще непонятное. Одни коровы там на лужайке пасутся, а вот туристы вот так вот подъезжают, вот сюда на обочине стоят киоски. Вот мы здесь остановились, сейчас я попросила Парама содовую с лимоном. И вот так вот буду сейчас пить и смотреть на озеро. Смотреть на озеро и любоваться коровами. Darling. Wait. See you. Balls, flowers. Maybe this is dirty water coming, Natash. This is not pure. So, and if we are covered this, why тогда я По дороге на обратном пути нам попалось другое озеро, оно менее знаменитое, но, по-моему, оно как-то даже поуютнее. Во всяком случае, хотя бы можно подойти на воду посмотреть. И посмотрите, какой обзор здесь интересный. Вот вы видите, здесь у воды стоят маленькие домишки, похожие на трущобы. И здесь, похоже, живут местные жители у реки, у озера. Парам возмущается, почему индийцы такие, почему они все время везде кидают этот мусор и в реки засоряют, и все вокруг. Параму это тоже не нравится. Ну, кстати, многим индийцам тоже это не нравится, но в то же время им не хочется напрягаться. То есть им хочется, чтобы было чисто, но они ничего для этого сами не делают. Все, едем отсюда. Ничего особо интересного, в общем. Видите, грязно, неопрятно. Хотя природа красивая, вообще обалденная природа. Такой потенциал здесь. Ну а на обратном пути, как говорится, не выдержала душа романтика. Артуру говорил нас остановиться, поплавать в горной речушке вместе с деревенскими мальчишками. Парам в тот момент отметил, что какой широкий у Артура кругозор. Что, мол, вот эти ребята никогда не отдыхали в таком отеле, как Артур, в Ланавале. И в то же время детям из обеспеченных семей, которых возят по индийским курортам, родители бы никогда не позволили плескаться вот так вот тесно вместе с простой ребятней. Я купаться не пошла, в отличие от парней. Боже, у меня нос еще сильнее покраснел. Но решила помочить ножки. Сижу себе, балдею, и тут чувствую, что меня кто-то за ножки щекочет. Осмотрела, здесь тоже такие же рыбы. По дороге решили перекусить, хотя обратите внимание, какой гламурный парень. Мы, кстати, с ним подходим. Я леопард, он тоже из этих семейства кошачьих.
Вот, и по рамкам захотел, он говорит, что здесь очень famous ханипури. Говорит, все, да, именно приезжают, чтобы отведать это блюдо. А я же говорю, что ну он без перчаток, грязно возле дороги. И представьте себе, этот парень специально, прям говорит, иди сюда, Наташа, он специально ради тебя надел перчатки. Правда, я увидела только на одной руке, но это тоже такой, знаете, жест ради меня. Очень мило. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.